Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Вопрос такой: где и с кем он сейчас и что его волнует? Я посмотрю для вас на картах Ленорман. Это языческие Ленорман. То есть они заговоренные на любовь. На них можно сделать ритуалы на любовь, заговоры. Ну, белые, настоящие, то есть светлые. А здесь есть дополнительная карта. Здесь колода расширенная. И я спрошу для вас в тот момент, когда вы нашли и актуально, где и с кем он сейчас, что его волнует. Лаванда из моего сада. Она очищает, конечно, пространство. Ваш дом очищает от негатива, делает возможным то, чтобы вы были счастливы. Я посылаю вам счастье, любовь, благополучие, все самое-самое лучшее. Итак, где же ваш мужчина сейчас? С кем он? Что его волнует? Если, например, вы в разлуке, или же вы живете вместе, а он на своем компьютере, вы на своем, да, и так далее. То есть живете или нет с ним. Любой человек, который вас волнует, загадайте, где и с кем он сейчас, и что его волнует. Если вы мужчина, сделайте все наоборот. Неважно, какого вы пола, главное, что партнерство есть партнерство, да. Там нужно, чтобы друг к другу люди нормально относились оба. Итак, где и с кем он сейчас, и что его волнует. Сейчас посмотрим, кто вы, по мнению высших сил, и он, то есть сигнификацию, да, вашего и его. Это всегда хорошо, потому что каждый раз меняется что-то. Именно в тот момент, когда вы смотрите, его сигнификация и ваша. Это его, а это ваша. Итак, ну что, он медведь. Это действительно представитель мужского такого плана. Энергичный, мощный, умеющий заработать. Но может он не умеет пока, не знает как, но у него есть данные все для этого. Он может хорошо зарабатывать. Он страстный, он может горячо обнять. И смотрите, это как раз рыба, что медведь словил. Это же нужно тогда, как выходят карты. Как обычно, они гадают на любовь. Шикарно. Вот эта рыба, вот он в этой же воде. Вода — это эмоции, это ваши эмоции между вами, ваша страсть, ваше желание быть вместе. Вы не случайно встретились. Вот это карта любви. Рыба — это карта любви. Король бубен, тот, который сделает вас счастливую, обустроит вам быть, сделает все возможным для счастья. Да, это роль мужчины, и никто такую роль не отменял, да. То есть здесь я вижу любовь, потому что рыба — это любовь, а также это добытчик. Но если спросить так откровенно, прямо вот по делу, как обычный Ленорман, честно и четко говорит по делу, он сейчас зарабатывает деньги, хочет вам понравиться, чтобы вы влюбились в него. Может, он сомневается в вашей любви. Он добытчик, рыбу добывает, то есть рыба — это имеется в виду деньги, да. Ну или хочет вам понравиться, следит за вами где-то, хочет, чтобы встретились вы, хочет, чтобы вы его простили, если он вас обидел. Ну, карты за себя говорят, мои дорогие. Все ж при вас беру, да? Вот так. Вы для него сама любовь, потому что я спросила сигнификацию вас, и вышла карта рыбы. Вы для него олицетворение любви, а он для вас добытчик денег. Вот так. Итак, где и с кем он сейчас, что его волнует, советы вам. Я буду брать много карт. Ну, для начала 3. Итак, но он сейчас хочет предложить вам какой-то контракт свадебный, да, брачный. Карта кольцо. Я буду много вариантов давать, потому что разные смотрят люди. Кстати, не сомневайтесь, ваши слова обязательно поймутся вами, да, правильно. Дом, кольцо, хорошая очень карта, и домашняя птица. В этих картах 3 карты птиц. Есть совы, есть весенняя птица, а вот это домашняя птица. И дома со своими родными, можно сказать, да, где и с кем он сейчас, что его волнует. Итак, если вы не живете вместе, если у вас треугольник, он еще с кем-то в другом доме. Если вы живете с ним вместе, может быть, он где-то зарабатывает денег, но для вас же зарабатывает, да, чтобы у вас было все хорошо. Так что здесь кольцо для дома, старается для дома, для семьи, если вы вместе живете. Что его волнует? Заработок, чтобы дом купить, квартиру в ипотеку, чтобы был уют, в доме порядок, чтобы все было на своих местах. Так называемое хозяйство в доме, да, вот такая усадьба, такой, знаете,
как бы все на своих местах, такой обряд домашний, такая утварь домашняя, все на местах, все по делу. То есть он чувствует, что он обязан вам, потому что кольцо, дом и птицы, домашняя птица, он обязан создать для вас вот этот очаг. У многих это проиграется, да. Но у некоторых, кто в треугольнике, проиграется, что он еще где-то в каком-то доме с людьми, которым он обязан. Это могут быть его родители, если вы только встречаетесь, он не женат. Могут быть его родители, могут быть его дети от первого брака, что он сейчас с ними, заботится о них. Это может быть где-то он уехал заработать деньги для вас обоих. Вот так вот может быть, да. Ну или он один у себя дома, может, наводит порядок, там ремонт делает. В общем, это карта ремонта тоже для некоторых проиграется. То есть он себя дома занимается какими-то делами. Но эта карта хорошая. Говорит, что этот расклад, что человек хозяйственный, семейный, старается, и для вас будет хорошая пара. Так, в 2 словах. Какой вам совет делается по этому ряду, потому что я буду много рядов брать. Вот эта карта ссор и потерь мужчину. Вы какого-то мужчину потеряли, да? У некоторых так проиграется, потому что смотрят разные люди с разными обстоятельствами. Я даю разные варианты, потому что карты именно с вами будут разговаривать, и не сомневайтесь, они вам скажут все, что нужно. Вот потеря связи с мужчиной. Это у некоторых проиграется так. И мыши сзади, то есть кто-то вас поссорил, кто-то нарушил ваш покой, кто-то нарушил вашу любовь, как какое-то третье влияние, то есть влияние третьих лиц, так называемое, да, в предсказательном жаргоне. Кто-то помешал вам, кто-то, может, оговорил, кто-то вас поссорил, кто-то посеял раздор. И были ссоры, скандалы, препятствия. А может быть, это что он далеко, и у вас давно не было близости. Потому что плетки иногда это карта близости и потеря близости с мужчиной. У некоторых это проиграется. Или, может быть, у вас вообще нет мужчины, да? Это, кстати, для всех, на любовь для всех. И сейчас вы себе ищете пару, и правильно делаете, возможно найти, конечно, пару для любви. И если так, если это вы себя узнали, что пару для любви, вы себе ищете вот здесь, вот вы найдете себе очень домашнего мужчину. Ну а король бубен, здесь вот у нас, видите, король червовый. Король червовый, тот, который будет вас очень любить. И туз трефовый. Туз трефовый, это у нас мужчина хочет, ну, по-деловому вообще. Если говорить отношения, серьезно, это всегда деловое больше, чем там романтическое. Да, вот по-деловому хочет, сделал обещание, дал обещание, выполнил. То есть обязательный мужчина, да, такое есть выражение, обязательный мужчина. 7 бубен, это с ним сейчас, тут какие-то переговоры, разговоры. Может, он лучше работу хочет найти. Что связано с деньгами у мужчины. Итак, с кем он сейчас и где он сейчас? Ну, я вижу, что в доме. Может, он работает из дома. Сейчас многие работают из дома, да, и у вас поэтому контакт с ним потерян. Может такое быть, вы в разных комнатах сидите, контакт потерян, потому что поссорились. У вас есть карта ссоры с этой стороны. Итак, что же волнует мужчину, эти карты покажут. Лиса, предательство чье-то. На работе предательство, потому что якорь, предательство начальника, какого-то сотрудника, предательства. Да, на работе может быть башня, сейчас это работа связана. Вот стабильность потерял он. Какой-то нехороший человек ему помешал. Он потерял стабильность. Может быть, кому-то денег одолжил. Или какие-то обязательства есть перед родителями, перед детьми. Может, не ладит с вашими детьми или со своими. Ну, лиса — это какая-то хитрость. Его волнует сейчас чья-то хитрость, чье-то вмешательство в его жизнь. Да? Может, его мама мешает, бывшая, может, начальник. В общем, третьи лица, да, как у кого проиграется. Но это его очень волнует, и он страдает из-за этого. А карта башни часто показывает, что он скучает. Он скучает о вас, он хочет быть с вами. Вам совет по этому ряду. Вы вышли здесь сами, вот вы. Здесь вы вышли. Какая-то змея. Или же это может быть другая женщина-змея, которая нарушила ваш покой и забрала у вас ключ от его сердца. То есть она распоряжается вами, она каких-то замков навешала на вас, может, делала какие-то грязные ритуалы. Да, это может быть не вы, это может быть другая женщина вовлечена. Если это вы, то вы, мудрость нужна, какие-то новые знания здесь получаете, чтобы открыть замок для этого мужчины, открыть какой-то ключ, найти к нему подход, чтобы вы могли найти подход к мужчине, да. Вот такая здесь вещь, да.
Это его и волнует, что ему нужен подход к вам, а вам нужен подход к нему, потому что до сих пор вы как-то не договаривались и ссорились из-за того, что у вас не было друг к другу подхода какого-то. Видите, совы вышли, мудрость. И карта гора часто показывает, что между вами действительно какая-то гора, какое-то препятствие. Какое-то препятствие. Другие лица, третьи лица. Препятствие, чтобы поговорить. Да? Собака, гора и совы. Вступились какие-то еще силы, вмешиваются. Ваш быт, вот в ваши условия жизненные, какие-то люди вмешиваются, какие-то препятствия есть, конечно, да, есть препятствия. Это связано с тем, что здесь могут быть сплетни, наговоры, здесь может быть какая-то составляющая чужого интереса. Здесь у кого-то есть какой-то интерес еще к этому мужчине. Коса, дерево, ну вот это с родственниками, конечно, ссоры с родственниками, никак нельзя договориться. Две карты растений, это очень хорошо. У нас карта клевер говорит о том, что мужчина хочет с вами встретиться, он будет искать встречи, он будет искать, чтобы отношения перевести на новый, более такой тесный уровень по карте дерева, да. И также вам следует обратить внимание, что коса идет на дерево. У мужчины могут родственники болеть. Коса идет на дерево, да. Кто-то из родственников у мужчины очень тяжело болеет. Это у некоторых проиграется, девочки, да. У некоторых такое проиграется, что именно сейчас у этого мужчины есть какие-то или конфликты, или болезнь родственников, я вижу, да. Давайте возьмем 3 карты совета вам и ему, и потом я еще буду делать так называемый вокзал для двоих, показывать посередине, то есть ваше будущее. 3 совета ему. Ну вот видите, ему нужно больше говорить вам о любви, птицы весенние. Он смотрит на эту карту. И, смотрите, солнце. Ему совет быть немножко добрее, быть мужчиной, в конце концов. Потому что карта солнца – это карта мужчины. Ему совет быть мужчиной, знать, как мужчина может быть нежный и сильный. Он не умеет этого делать, ему не научили его в детстве этому. Наверное, было тяжелое детство какое-то. Вот его не научили этому, да, и совет ему быть нежнее, быть сильнее, быть мужским плечом, делать мужские поступки, доказать любовь на деле. Вот это все оно и есть, да. Вам совет из 3 карт. Видите, у него солнце, у вас луна. Это очень хороший знак. У вас нежная лунная карта, это женская карта, а у него нежная солнечная карта. Это такой нежный, но яркий мужчина, да. И вот точно в такой же позиции. У него за спиной и у вас за спиной. Это очень хороший знак. Вы друг другу по судьбе. Вы будете вместе, конечно, да, это точно. Вы будете вместе. Подождите, здесь карта развилка, а не башня. Это карта развилка, а вот эта карта башня, да. Но развилка, давайте я еще раз прочту, что здесь у нас было. Да, развилка, это мало того, эта лиса еще и хотела какой-то черный ритуал сделать. Может, кто-то и сделал. Потому что развилка карта колдовская. Какая-то лиса очень сильно вредит вашим отношениям. Она хочет вас поссорить. Кто-то очень сильно вмешивается, кому-то выгодно, чтобы у вас было тяжело с ним, чтобы не складывалось. Вот если вы ссоритесь, так это чье-то влияние, конечно, несомненно, потому что об этом и у нас карта развилка, да. А вот если я смотрю здесь, смотрите, карта башня, говорит, что вы сейчас, может, тоже из дома кто-то работает из вас, да, башня, домашняя работа, какая-то быт, какие-то дела бытовые, там дети, заботы, много или внуки. Но у вас очень много забот, домашних забот. И, конечно, Луна – это домашняя карта, домашние заботы, волнения домашние, какие-то заботы, постоянно что случается, вам нужно кого-то спасать, где-то что-то делать для кого-то. Вы вся в заботах, вся в домашних заботах, вот возле своего дома. И, в общем, вам нелегко все это делать, и вы много на себя взвалили. Вот по этому раскладу я вижу, что вы очень много на себя взвалили, много дел всяких у вас домашних есть. И знаете, что очень хорошо, что вы пара, вы точно суждены друг для друга. Не зря вы встретились. Это была судьбоносная встреча, так называемая, вы друг другу по судьбе, потому что у него солнце, у вас луна, и в тех же самых позициях, понимаете? Мужчина выйдет на связь. Вот эта птица, это же и есть разговор, да, свидание назначит. Но вы сейчас чувствуете себя очень одинокой. Это либо у вас дел много домашних, либо вы себя сейчас очень одиноко чувствуете. И вам необходимо мужское плечо, вам необходимо с ними поговорить.
Вообще любой мой расклад, он держит пространство для вас открытое, чтобы вы могли действительно подумать, порассуждать, отдохнуть и также посмотреть будущее. В общем, решить, что делать дальше, да. Но змея какая-то есть, женщина, навешавшая замки. В ваших отношениях есть, видите, между вами и мужчиной просто змея, блок. А может быть, у кого-то это два мужчины, кстати. С одним мужчиной вы живете в одном пространстве, потому что на по одному ряду, да, вышло. А другому мужчине вы или мечтаете, или с ним встречаетесь, или он у вас заинтересован. Еще кто-то, какой-то мужчина есть заинтересованный в вас. Это тоже может быть запросто такое проиграется. Интересный такой расклад, да, мои дорогие. Все перед вами раскладываю. Итак, ну смотрите, сейчас тучи буквально, да, потому что карта тучи, она показывает, что сейчас между вами тучи. И он виноват в этом. Потому что туча — двойная карта. У Ленормана, кто не знает, у Ленормана направление важно. И в тучах у нас темная туча с его стороны, а с вашей стороны светлая туча. Значит, что мужчина виноват перед вами. Вот в том, что случилось, вы знаете, что случилось, он виноват. С его стороны темные тучи, вот в чем дело, да. Кармические какие-то отношения сейчас, может, вы проходите, или что-то у вас вот в судьбе тяжелое. Сейчас вы прошли какие-то сложные испытания, прошли, потому что карта крест об этом, да. Прошли сложные испытания. Но у вас будет встреча с мужчиной, понимаете? У вас будет с мужчиной встреча. Поскольку всадник — это свидание, встреча, весточку от него получите. У очень многих проиграется, что от мужчины вы получите весточку. Да, новую весточку, видите? Новое сообщение. Мужчина мчится к вам на свидание. Он, конечно, скучает о вас. Ой, такая хорошая карта, лилия. Это, конечно, любимая карта. Это карта долгих, счастливых отношений и заботы, мужской заботы, да. Ну, как лилия у Девы Марии, забота, помощь, подсказка, да, спасение, вот это все лилии. Это длительные счастливые отношения. Но знаете, если мы хотим много страсти в отношениях, лилия страсть не дает. Лилия дает такие спокойные, длительные отношения. Вот такая любовь, да, спокойная, такая уверенная, очень стабильная, но без эксцессов, без сцен ревности, без вот этого всего. С мужчиной возможно это с этим. Если вы еще не имеете мужчину, вот такой мужчина возможен для вас. Это общество, карта Сад 20-я. Это общество, то есть в том обществе, в котором вы сейчас есть уже вот эта модель этого мужчины. Это возможность познакомиться с таким, если вы еще не знакомы. А если вот другая любая ситуация, потому что у каждого она своя, но карты же они архетипичны, они с вами говорят на особом языке. Я вижу, что будет гармония, будет встреча, будет примирение. Где и с кем он сейчас, я буду все еще подытоживать вам, да, говорить итог этого расклада. Я вижу, что мужчина хочет себя прославить, он хочет что-то добиться в жизни, да. Он сейчас может с другом, потому что собака и совы, но гора тяжелые какие-то вопросы решает. Может, он выпивает, кстати, у некоторых проиграется, это зря он это делает, потому что это дорога в никуда, это дорога тупиковая, это у некоторых может быть. Есть какая-то лиса вокруг него, которая ему мешает, давит его. Потому что якорь это давит буквально, хочет, чтобы он что-то сделал так, как ей выгодно. И развилка даже может быть на нем какая-то гадость. Есть порча, приворот, сглаз, что-то вот такого рода. На мужчине запросто может быть. И давно, кстати. Может быть даже кармическая, потому что лиса вместе с якорем это даже кармическая, какая-то тяжесть кармическая на нем. А вот еще мужчина может у некоторых проиграется, что он дома просто, да, дома с вами, но в другой комнате вы с ним. Он в голове не с вами, он в голове сам не с собой, он в раздоре с собой, может такое быть. А вот. Но я вижу, что вот этот расклад очень хороший. Потому что для дома кольцо — это обещание мужчины выполнить, с ним будет связь точно, потому что птицы, птицы, птицы. В этой колоде 3 карты птицы, все 3 вышли. И карта всадник вышла. Это значит, что с ним будет связь, он даст о себе знать. У очень многих проиграется, что будет свидание, будет разговор и так далее. Но мужчина нелегкий, потому что крест и тучи вместе, да. Тем более, что, как я уже сказала, темная сторона туч с его стороны. У мужчины сложный характер,
Он унаследовал его, потому что крест – это родовое наследство. Вот ему передалось такое кармическое наследство, здесь видно. И он справляется сам как может, но он сам не рад, что у него может быть вспыльчивый характер или тяжелый характер, или он может быть жадный. Он сам не рад, что у него такое наследство, конечно, но ничего с этим поделать не может. Человек не меняется, человек может другие дорожки своей ауры, своего мира начинать обживать, и тогда он другой кажется, но он не меняется, он просто новые дорожки может. Человек не может просто себя поменять, выбросить ее через форточку. Не слушайте такую эзотерику, это вообще дикая, полная бредовая эзотерика. Никто не меняется, просто мы идем туда, по одной и той же дорожке, как все люди, да. Мы не зная, что у нас хотя бы 360 градусов в круге нашего космоса и 360 дорог. Когда человек меняется, нам кажется, что он меняется, он просто идет по новым дорожкам в своем космосе, он обживает себя нового, он находит себя нового внутри, который у него есть. Мужчина может обновиться здесь, он может свою карму отработать тем, что он будет по этим дорожкам ходить у себя в космосе. Потому что хорошими делами карму не отработаешь, все абсурд полный. Потому что хорошие дела, которые сделаны потому что заставили вас, они уже не хорошие дела, да? Нет. Карма отрабатывается, когда топаем по дорожке в своем мире и себя новую находим. А он себя нового хочет найти. Потому что этот мужчина вышел вот здесь, в этом раскладе, на других раскладах другие мужчины выходят у меня. Вот этот, который вышел на этом раскладе, он хочет поменяться. Ему этот крест самому очень тяжело, потому что тучи в его сторону смотрят. Ему тяжело быть таким вздорным, таким тяжелым, таким странным, таким злопамятным или вспыльчивым. Это все крест с тучами вместе. Ему надоело вообще унижать вас, а потом просить прощения, да? Ему надоело вообще так себя вести тоже. Но он, как знаете, как в этом фильме «Обыкновенное чудо». Вот двоюродный бабушка или дедушка проснулся, и он вот такое вытворяет. Мужчина хочет измениться, он по другим дорожкам пойти, как называется, измениться. Не обманывайте себя, никто не может поменяться, как я скажу. Вы тоже можете себя новую открывать каждый день. Не то, что себя нужно перечеркнуть. Себя нельзя перечеркнуть, это большой грех. И это неправильная эзотерика, чтобы мы поменяться должны. Не знаю, зачем и для кого. Себя нужно так ненавидеть, чтобы хотеть себе все поменять. Нельзя, себя нужно любить. Потому что чем больше, чем хуже вы к себе относитесь, тем эти змеи все активнее в вашей жизни могут быть, да? Они получают ключ от вашей жизни, если вы к себе негативно относитесь. Я вижу, что у вас вам терпение нужно. Кстати, родственники могут у вас болеть, потому что коса и родственность какая-то, да, и вы надеетесь, что все будет хорошо. Вы, может, о ком-то сейчас заботитесь, может, родителям помогаете, может быть, детям, может быть, пока внуки маленькие, помогаете. Но вы что-то сейчас делаете такое для других людей. Потому что Луна – это карта заботы. Заботы о других людях. Вы сейчас заботитесь о других людях. И вы вообще себя опустили руки. Для себя не живете полностью, да? Живете для других. Но вами кто-то пользуется, может быть, родственница какая-то, может быть, его бывшая, к нему ближе, да, но между вами у многих проиграется, есть какое-то препятствие. Ведь другая женщина вместе со змеей, это может быть даже не женщина, кстати, карта иногда просто описывает ситуацию, это может быть какая-то ситуация бытовая или семейная, которая стала между вами, вы не можете договориться в чем-то, да. И это охладило ваши отношения, вполне возможно. Поэтому с мужчиной могут быть и ссоры, и потеря понимания друг друга. Потому что плетки, крысы и мужчина – это когда вы перестали понимать друг друга. Но я скажу, что любовь-то есть. Высшие силы видят вас как его любимую рыбу, для которой он хочет все делать. А высшие силы видят для вас его как медведя, то есть мужчина, который способен создать для вас условия для счастья. Это мужская задача, ее никто не отменял. Судя по этому раскладу, каждый расклад по-новому открывается, по-другому, дорогие. Некоторые традиционно открываются, некоторые более в новом видении мира. Здесь такое открытие этого расклада вышло для вас.
Если есть какие-то вопросы по раскладу, пишите в комментариях. Я обычно на следующих раскладах их обязательно освещаю. Ничего не оставляю без внимания. Читаю комментарии 3 раза в день. По часу 3 раза. Так что я все прочитываю, все буквально. Так что, пожалуйста, пишите. Вы не останетесь незамеченными никогда у меня, никогда, до корки. Потом еще Николай вечером приходит, и он читает мои комментарии. Но он любит читать мои комментарии тоже. Просматривает, какое я видео выпустила, и читает мои комментарии. То у него такой досуг. Кто знает Николая, это мой партнер, он рунолог, китаролог, и у него есть отдельный канал, но это если кому-то интересно. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Я знаю, точно у вас все будет хорошо. И этот мужчина вот так вот здесь проявился, да. Во всяком случае, вот это его сейчас волнует. Это его волнует в тот момент, когда вы нашли это видео. Именно в тот момент. Такие видео можно смотреть сколько угодно, потому что это открытое пространство для раздумий, понимаете? Поэтому это очень полезно делать. Это ни в коем случае никакое не базарное гадание. Поэтому можно смотреть такие гадания, сколько вам нравится, сколько вам в кайф, сколько они вам помогают. А я точно знаю, если вы позволите, расклад, конечно, вам поможет обязательно. И все у вас будет замечательно и хорошо. Если вам нужны уроки, вы знаете, где найти мои уроки. У меня только есть один официальный сайт. И переход на мой сайт есть о канале или в описании каждого буквально видео. Так что можно попасть на уроки Ленорман. Я ленорманист-энтузиаст, коллекционер. Я просто обожаю карты Ленорман. И очень давно этим занимаюсь. Уроки у меня стоящие. Уроков у меня очень много на все темы. Так что если кому надо, обращайтесь. Обращайтесь на сайт, там есть описание уроков и так далее. Заказы у меня нельзя сделать, потому что я верю, что с тех пор, как YouTube стал возможен, вот такое гадание онлайн, пропала надобность заказанных. Но это только по моему методу. А каждый рунолог, таролог работает по собственному методу. Так что я не скажу за других, говорю только за себя. Так что, если есть желание, смотрите мои видео, они вам помогут. У меня заказать нельзя. Кстати, меня нет ни в ТикТок, по-русски ТикТок, меня там нет. У меня нет никаких одноклассников. Инстаграм у меня только для семьи. То есть я никогда не предложу вам расклад за деньги, чтобы вы знали. Люблю вас, обожаю. Медвежьи обнимашки из медвежьей страны. И будем видеться. Всем добра, любви и счастья.